Си Цзиньпин принял Владимира Путина с такими же почестями, как и Дональда Трампа. Си говорил о значимости в мире, Путин о нефти и газе. Дональд Трамп обещает быстрое окончание войны в Иране, но не уточнил, будет ли наносить новые удары. Тем временем в Израиле заметили американские топливозаправщики. Сенат принял резолюцию об ограничении полномочий Трампа в войне против Ирана. Но это еще не окончательно. Второй день подряд в странах Балтии воздушная тревога. Марк Рютте уверяет, НАТО не открывало свои территории Украине для ударов по России. Петр Мадьяр в Варшаве провел переговоры с Дональдом Туском и Каролем Навроцким. Польша обещает научить Венгрию энергонезависимости. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Вероятно, чтобы уравновесить, Си Цзиньпин принимал Путина по тому же протоколу, что и Трампа неделю назад. Почетный караул, детей с флажками и торжественные шеринги из чиновников и предпринимателей. Китайские товарищи повторили с точностью до кадра, с одним небольшим отличием. Путин возле детей не остановился и руками им не помахал. В Пекине Си Цзиньпин принимал Путина ровно год назад, 16-17 мая. За отчетный период в отношениях Китая, США и России произошло много изменений. Дональд Трамп прекратил бойкот России, начавшийся в феврале 2022 года. Ни в военном, ни в экономическом плане России это не помогло. Кроме того, в июне прошлого года началась война США и Израиля против Ирана и возобновившаяся в феврале, что в корне поменяло обстановку в глобальной политике и на мировых рынках. После переговоров Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве, а китайский лидер заявил, что мир рискует вернуться к закону джунглей из-за односторонних действий и гегемонии. Сегодняшний мир далек от мира и спокойствия, а односторонние действия и гегемонизм несут серьезные угрозы. Мир сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. Мое предложение о создании сообщества единой судьбы человечества и 4 глобальные инициативы получили широкую поддержку международного сообщества, включая Россию. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия должны твердо выполнять свои обязанности как великие державы, защищать авторитет ООН и международную справедливость, противостоять любому одностороннему давлению и действиям, идущим против хода истории, а особенно любым провокационным действиям, отрицающим итоги победы во Второй мировой войне и пытающимся реабилитировать фашизм и милитаризм. Мы должны совместно продвигать создание более справедливой и равноправной системы глобального управления. Путин же после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Москва готова и дальше бесперебойно поставлять Китаю нефть, газ и уголь, назвав энергетическое сотрудничество одним из ключевых направлений отношений двух стран. Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия. А в подписанном по итогам совместного заявления обозначены приоритетные направления нашего взаимодействия. Заключен и весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов в общей сложности порядка 40. Часть из них была подписана здесь. Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации. Практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстро растущий китайский рынок. У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное, Россия и Китай привержены
независимой и самостоятельной внешней политики, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Дональд Трамп на пути в штат Коннектикут, чтобы выступить с торжественной речью на церемонии вручения дипломов в Академии береговой охраны США, был несколько растерян, но сделал ряд важных заявлений об Иране, премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху и встрече Си Цзиньпина с Путиным. Что вы сказали премьер-министру Нетаньяху об Иране и о том, как долго следует воздерживаться от ударов? Он в порядке. Он сделает все, что я захочу. Он очень хороший человек. Он сделает все, что я захочу, и он отличный парень. Для меня он отличный парень. Не забывайте, он был премьер-министром военного времени, и, по моему мнению, с ним неправильно обращаются в Израиле. Сейчас у меня рейтинг в Израиле 99%. Я мог бы баллотироваться в премьер-министры. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и выдвинусь в премьер-министры. У меня сегодня утром был опрос. У меня 99%, так что это хорошо. Но нет, он премьер-министр военного времени, и я просто не думаю, что к нему хорошо относятся. Я думаю, у них там есть президент, который относится к нему очень плохо. Что вы думаете о встрече Си Цзиньпина с Путиным на этой неделе? Ну, он сказал мне, что собирается встретиться. Думаю, это хорошо. Я хорошо ложусь с ними обоими, и думаю, это хорошо. Не знаю, была ли церемония настолько блестящей, как моя. Смотрел. Думаю, мы их превзошли. Но нет, мне нравится. Я лажу с Путиным. Я ложу с Си. Я ложу со всеми, кроме вашего мужа и еще нескольких человек. По Ирану вы согласны на ограниченное соглашение ради более длительного прекращения огня? О, нам пришлось бы открыть пролив. Он бы сразу открылся. Так что мы дадим этому один шанс. Я никуда не спешу. Знаете, все думают, о, промежуточные выборы, он спешит. Я никуда не спешу. Я просто в идеале хотел бы видеть, чтобы погибло мало людей, а не много. Мы можем сделать это любым способом, но я хотел бы, чтобы погибло мало людей. Я просто задаюсь вопросом, заботятся ли они о народе, потому что некоторые вещи, которые они делают по отношению ко мне, означают, что они не заботятся о народе, а они должны заботиться о народе. Сейчас в Иране много гнева, потому что люди живут очень плохо. Там много брожения, которого мы раньше почти не видели. И посмотрим, что будет. Потребовалось ли больше времени, чем вы ожидали, чтобы заключить сделку с Ираном? Вы были во Вьетнаме 19 лет, верно? Вы были в Афганистане и в других местах 10 лет. Вы были в Ираке. Сколько вы были в Ираке? 12? 12 лет. Вы были в Корее 7 лет. Вторая мировая — это другое. Она длилась 4 года. А я здесь 3 месяца, и большую часть этого времени действовало прекращение огня. Так что... И знаете что? Вы потеряли сотни тысяч солдат в этих разных войнах. В 2 войнах, в Венесуэле, где мы никого не потеряли, и здесь, мы потеряли 13 человек. Так вот, 13 человек — это на 13 слишком много. Но мы потеряли 13 человек. В других войнах вы теряли сотни тысяч людей. Так что людям не нравится, когда вы говорите, «О, знаете ли вы, что потеряли 13 человек?» Мы потеряли в 2 крупных войнах. Мы взяли под контроль Венесуэлу. Мы, по сути, взяли под контроль Иран, и пока потеряли 13 человек. Кто-то другой потерял бы 100 тысяч человек, понятно? Но мне смешно, когда я вижу кого-то по телевизору. Он потерял 13 человек. Я потерял 13 человек. Они потеряли 13 человек при эвакуации из аэропорта, Обама. 13 очень хороших людей, с семьями, которых я познакомился. Так что то, что мы сделали, потрясающе. И мы их разгромили. Иран разгромлен. И я имею в виду, вы увидите вещи, которые будут потрясающими. Вы увидите много потрясающих вещей в течение следующих 3 лет для нашей страны. И я хотел бы больше говорить об экономике, потому что у нас инвестируется 18 триллионов долларов. И ни у одной страны никогда не было ничего подобного. США продолжают наращивать давление на Иран в районе Ормузского пролива. Центральное командование США опубликовало новые кадры операции по морской блокаде Тегерана. На видео американские ударные вертолеты AH-1Z Viper, военные корабли и танкеры, которые, как утверждают в Центком, проверяются и перенаправляются для соблюдения ограничений против Ирана. По данным американских военных, к 20 мая были перенаправлены уже 90 коммерческих судов, еще 4 выведены из строя. Одновременно в Израиле, в аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом, были замечены самолеты-заправщики ВВС США. Reuters сообщает, что американская военная авиация находится там с начала конфликта с Ираном. На фоне этого Дональд Трамп заявил, что война может закончиться очень быстро, однако предупредил: если соглашение с Тегераном не будет достигнуто, США готовы вновь нанести удары по Ирану уже в ближайшие дни.
При этом Вашингтон продолжает демонстрировать готовность к силовому сценарию. Ранее США официально объявили о начале морской блокады всех судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них. По данным Reuters, операция действует с 13 апреля и уже серьезно повлияла на мировое судоходство и поставки нефти через Ормузский пролив, один из ключевых энергетических маршрутов мира. На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Конгресс США уже признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов. По его словам, именно иранские силы якобы первыми смогли сбить американский истребитель F-35. Аракчи также предупредил, что в случае новой войны Иран подготовит для США еще больше сюрпризов. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает очень быстро завершить конфликт с Ираном и добиться соглашения по ядерной программе Тегерана. Выступая на пикнике Конгресса в Белом доме, он также анонсировал проведение турнира UFC на территории резиденции президента с аудиторией до 100 тысяч зрителей. Я хочу поблагодарить вас всех. Я рад приветствовать вас сегодня вечером в Белом доме на этой особенной ежегодной традиции. Пикник Конгресса проводится уже много лет. И сегодня с нами многие члены Палаты представителей, Кабинета и Сената. Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить сделку. Они устали от этого. Это должно было произойти еще 47 лет назад. Кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет. И произойдет быстро. И вы увидите, как цены на нефть рухнут. Они снизятся. Нефти очень много. Цены резко пойдут вниз. Но даже при этом фондовый рынок находится на историческом максимуме. 2,5 месяца назад у нас были лучшие показатели за всю историю страны. Рабочие места — лучшие. Все было лучшим. Фондовый рынок на максимуме. И я вызвал своих людей. Я позвонил им и сказал: «Поздравляю всех, но нам придется совершить небольшое путешествие в место под названием Иран. Мы должны остановить их. Они думают о ядерном оружии, и мы не позволим им получить ядерное оружие. И мы проделали чертовски хорошую работу, и думаю, мы очень скоро с этим закончим. И у них не будет ядерного оружия. И надеюсь, мы сможем сделать это очень мирным способом. UFC — это будет нечто. Турнир UFC на южной лужайке Белого дома. Прямо здесь мы построим арену. Она вместит, наверное, от 4 до 5 тысяч человек. Великий Дана Уайт уже занимается организацией. Мы сделаем все по максимуму. А позади вас, в парке, на красивой открытой площадке, у нас будет от 75 до 100 тысяч человек. И все это бесплатно. Мы установим там 8 гигантских экранов. Так что здесь мы строим небольшую арену. Такого еще никогда не было. А сзади почти 100 тысяч человек будут смотреть бои. Это будут чемпионские поединки. Будет здорово. Я не хочу этого говорить. Не хочу быть противоречивым. Выборы были сфальсифицированы. И мы вернулись и сделали нечто особенное. В итоге я добился проведения Олимпиады и чемпионата мира FIFA. А еще у нас будет празднование 250-летия. Я хотел бы приписать себе и эти 250 лет. Но это уже не получится. Но нас ждет удивительный период времени. У нас происходят захватывающие вещи. И я просто хочу закончить тем, что наша страна очень сильна. Наша армия величайшая в мире. Вы видели это на примере Венесуэлы. Видите это сейчас с Ираном. Мы уничтожили их флот. Флота больше нет, авиации больше нет, системы ПВО уничтожены. Практически все их военное оборудование уничтожено. Почти все уничтожено. И я не хочу говорить, что их лидеров тоже больше нет, потому что это не очень красиво. Но это правда. В Сенате США продвинули резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Документ предусматривает прекращение военной операции без одобрения Конгресса. За процедурное продвижение инициативы проголосовали 50 сенаторов против 47. К демократам присоединились 4 республиканцев. Авторы резолюции заявляют, что право объявлять войну принадлежит Конгрессу, как это предусмотрено Конституцией США. В Белом доме и среди республиканцев настаивают, что действия Трампа законны и соответствуют полномочиям президента как главнокомандующего. Для вступления документа в силу его должны поддержать обе палаты Конгресса, после чего потребуется преодолеть возможное президентское вето. В Конгрессе США обсуждают удар по школе для девочек в иранском Минабе, в результате которого, по данным Тегерана, погибли 168 детей. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил, что расследование продолжается, а сама школа находилась на территории действующей базы крылатых ракет корпуса Стражей Исламской революции. Можете ли вы сейчас признать, что была допущена ошибка и что мы несем за нее ответственность? Это то, чего мы не хотели делать и не хотим повторения. Конгрессмен, повторю, Соединенные Штаты не наносят удары по целям преднамеренно. Эту часть я понял.
Точка. Иранский народ не является нашим врагом. В данном случае противником является корпус стражей исламской революции. Я слышал это во вступительном заявлении, адмирал. Я задал вам очень конкретный вопрос и хотел бы услышать конкретный ответ. Расследование продолжается. Как только оно будет завершено, я готов. То есть ответ — нет. Мы не будем брать на себя ответственность за то, что совершенно очевидно сделали. Это сложное расследование. Сама школа расположена на действующей базе крылатых ракет КС и Р. Это более сложный случай, чем обычный удар. Как только расследование завершится, я полностью привержен прозрачности, учитывая вашу важную надзорную роль и роль других членов комитета. Просто чтобы вы знали, я испытываю огромное уважение к вам и к Пентагону. Но я не доверяю этому ответу. То, что мы видим со стороны министра обороны, его пренебрежение любыми правилами ведения боевых действий и защитой гражданского населения, вызывает у нас подозрения. Вы также сняли нефтяные санкции с Ирана, дав им примерно от 14 до 16 миллиардов долларов. На эти деньги можно купить множество баллистических ракет. Это было частью плана? Снять нефтяные санкции во время конфликта. Они убивают 14 американцев, а мы снимаем нефтяные санкции? Как вам известно, сэр, американские военные не снимают санкции. Это политическое решение. Что ж, похоже, все идет не очень хорошо. И я хотел бы знать, сколько еще американцев должно погибнуть из-за этой ошибки. Вы знаете? Считаю такое заявление с вашей стороны совершенно неуместным, сэр. Со всем уважением. Это не заявление, это вопрос. Позвольте спросить, сколько дронов и ракет Иран запустил с начала конфликта? И сколько из них были нацелены на гражданские объекты? Можете привести примеры гражданских целей, пораженных этими дронами и ракетами? Конгрессмен, точное количество дронов и ракет лучше обсуждать в закрытом формате, который последует после этого заседания. Но здесь я могу сказать следующее. Можете назвать хотя бы порядок цифр? Сотни? Тысячи? Тысячи. Иран целенаправленно атаковал гражданское население на Ближнем Востоке как минимум 1000 раз. Мы видели много из этого по телевидению. Рестораны в Бахрейне, жилые районы в ОАЭ, то же самое в Кувейте и Саудовской Аравии. Мы собственными глазами видели по ТВ, как кассетные боеприпасы взрывались над Тель-Авивом, нацеливаясь на мирных жителей. Это было совершенно очевидно. Министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников усилить давление на Иран и активнее подключаться к американским санкциям. В Париже он заявил, что европейские страны должны вводить ограничения против иранских финансистов и компаний-посредников, а государства Ближнего Востока бороться с теневыми банковскими сетями Тегерана. Мы рассчитываем, что ваше участие здесь сегодня отражает готовность полностью поддержать нас. Это потребует, например, чтобы наши европейские партнеры присоединились к Соединенным Штатам в действиях против Ирана. В частности, вводили санкции против его финансистов, раскрывали его подставные и фиктивные компании, закрывали его банковские филиалы и ликвидировали его прокси-структуры. Это потребует от стран Ближнего Востока и Азии искоренять теневые банковские сети Ирана и схемы сокрытия морских перевозок. И это потребует от наших партнеров по всему миру жестко реагировать на весь спектр террористических угроз, от Хезболлы до картеля Синала. Поскольку угрозы пересекают границы, наше единство целей должно выходить за пределы любых границ. Одновременно Вашингтон пересматривает собственные санкционные списки и снимает часть устаревших ограничений. В Минфине США объясняют, санкции должны быть гибкими и точечными, не наказывать население, а менять поведение властей. Фактически США пытаются сохранить за собой право самостоятельно ослаблять давление там, где это выгодно Вашингтону, но при этом требуют от союзников поддерживать общий санкционный фронт против Ирана. Пока наши противники адаптируются и внедряют новые методы, мы тоже должны это делать. Чтобы усилить результаты в сфере национальной безопасности, Минфин адаптирует санкционную программу к требованиям 21 века. Мы пересматриваем устаревшие и неактуальные ограничения, чтобы помочь финансовым учреждениям сосредоточиться на наиболее изощренных схемах обхода санкций и финансирования терроризма. Наиболее эффективные меры — это агрессивные точечные действия с четкими сроками, направленные на достижение конкретного результата. Санкции должны менять поведение, а не наказывать население. Санкции, которые действуют годами, без заметных и ощутимых изменений в поведении, могут иметь последствия для целых поколений, которые практически невозможно предсказать. Любые санкции, которые сегодня вводит Минфин США,
тщательно контролируются и корректируются, чтобы гарантировать достижение конкретных целей. Именно такой стандарт задал президент США Дональд Трамп, и Минфин продолжит его придерживаться. Мы увидели это на примере исторических действий президента в отношении Сирии. И мы снова наблюдаем это, когда Соединенные Штаты помогают Венесуэле двигаться к процветанию после десятилетий репрессий. Наш подход сохранит гибкость для максимальной эффективности. Россия начала масштабные учения ядерных сил. Минобороны страны опубликовала кадры переброски мобильных ракетных комплексов, работы военных подразделений и подготовки пусковых установок. Маневры проходят с 19 по 21 мая. По данным ведомства, в учениях участвует около 64 тысяч человек, почти 8 тысяч единиц техники, более 200 ракетных установок, авиация, корабли и подводные лодки, включая стратегические атомные субмарины. В Минобороны России заявили, что военные отрабатывают действия в случае агрессии, а также применение тактического ядерного оружия, размещенного в Беларуси. К учениям привлечены ракетные войска, дальняя авиация, Северный и Тихоокеанский флоты. В Литве днем в среду 20 мая объявили предупреждение о воздушной опасности после сообщения о возможном нарушении воздушного пространства дроном со стороны Беларуси. Жителей Вильнюса призвали пройти в укрытие. Тревога прозвучала и в здании парламента. Власти также временно приостановили работу столичного аэропорта. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что для перехвата объекта была задействована миссия воздушной полиции НАТО. Происхождение дрона пока официально не подтверждено. Сейчас у нас нарушение воздушного пространства Литвы. Миссия воздушной полиции НАТО активирована и занимается дроном, который мы обнаружили в воздушном пространстве Литвы. Такова реальность. Рядом с нами идет война. Военные дроны летают возле территории Литвы, Латвии, Эстонии. И учитывая возросшую угрозу безопасности наших граждан, мы должны информировать жителей. Жизнь в Украине остановилась. Россия должна прекратить войну, и тогда мы будем жить в мире в Европе. Напомним, накануне власти Эстонии сообщили, что истребитель НАТО сбил над территорией страны беспилотник, который, по предварительным данным, мог быть украинским. На фоне войны России против Украины страны Балтии регулярно заявляют о росте числа инцидентов в воздушном пространстве региона. Вчера на территории Эстонии был сбит дрон. Дрон был запущен Украиной. Украина, безусловно, должна, и военные, и НАТО тоже об этом говорят, получать координаты целей гораздо точнее, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. Это может использоваться для российских провокаций и может быть использовано Российской Федерацией для пропаганды, а также для эскалации конфликта и усиления гибридной войны. Поэтому Украина должна быть очень осторожной, понимая свои тактические цели в войне, которую она ведет, и обязана защищать территорию стран НАТО. Что касается Литвы, необходимо дождаться завершения операции, потому что сейчас задействованы союзническая авиация и системы ПВО, как литовские, так и других балтийских государств. Страны Балтии не открывают свое воздушное пространство для украинских дронов, уточнил генсек НАТО Марк Рютте. Только вчера в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии румынские F-16 сбили дрон над Эстонией. Это был украинский дрон, но его бы там не было, если бы не российская агрессия. Главное, системы ПВО НАТО вновь сработали эффективно. И мы продолжим усиливать наши возможности для противодействия любой угрозе нашей территории или нашим гражданам. Давайте посмотрим, что произошло за последние несколько дней. Именно к этому мы готовились и именно это планировали. Спокойная, решительная и соразмерная реакция на вторжение дронов. И если дроны прилетают из Украины, то они оказываются там не потому, что Украина хотела направить дрон в Латвию, Литву или Эстонию, а из-за безрассудного, незаконного и полномасштабного нападения России. Россия утверждает, что Латвия предоставляет свою территорию Украине для запуска атак по российской территории. Это российское заявление абсолютно абсурдно. Абсолютно абсурдно. И Россия это знает. Новый премьер Венгрии Петр Мадьяр прибыл в Варшаву с первым официальным визитом, где его с военными почестями встретил польский премьер Дональд Туск. Он заявил, что рад перезапуску отношений с Будапештом. Нет, я никогда не скрывал, что последние годы правления Виктора Орбана были не только проблемой для Венгрии, но также драматическим этапом, если речь идет о польско-венгерских отношениях. По разным причинам. Но это никогда не были плохие отношения между поляками и венграми. Просто у нас был иной взгляд на большинство существенных вопросов в политике. Спасибо за эту декларацию полной готовности к сотрудничеству. Польша также будет готова и к помощи, и к сотрудничеству, когда возникнет такая необходимость, если речь идет об энергетической безопасности. В Польше мы сумели за очень короткое время добиться полной независимости благодаря диверсификации поставок энергетического сырья.
Зависимость от одного государства. Помните, Польша на 90% зависела от поставок российского газа и нефти, всегда делает суверенитет несколько иллюзорным. Сегодня мы полностью независимы от поставок. У нас есть возможности многовекторные действия. Я буду предлагать, если только возникнет такая необходимость, сотрудничество, помощь, инвестиции в инфраструктуру, чтобы весь регион был действительно автономным и максимально самостоятельным, если речь идет о поставках энергии и источниках энергии. Мы также будем работать над общей европейской позицией по вопросу Украины. У нас схожие взгляды. Украина, как вы знаете, очень заинтересована в ускорении переговоров о вступлении. Украина очень стремится к членству в Европейском Союзе. Польша полностью благожелательно относится к этим планам, но, конечно, исходя также из нашего опыта в вопросах экономической ситуации, мы не только будем соблюдать все правила, которые действовали и для Польши при вступлении в Европейский Союз. Я рассчитываю здесь на сотрудничество с венгерским правительством, сотрудничество доброжелательное и критическое, когда это необходимо. Думаю, мы сможем очень быстро выработать общую позицию. Венгрия будет партнером Польши во всем, господин премьер-министр, и, конечно, Словакии и Чехии, чтобы Вышеградская четверка вновь обрела свою прежнюю силу, влияние и значение. Это важно и для Европейского Союза. Более того, я лично готов и считаю важным расширять сотрудничество Вышеградской четверки как с нашими скандинавскими друзьями, так и с Австрией, Хорватией, Словенией, Румынией или странами Западных Балкан, которые еще не вступили в ЕС. Украина — жертва, и она имеет полное право защищать свой территориальный суверенитет и целостность всеми доступными средствами. Я также хотел бы это подчеркнуть, потому что независимость и территориальная целостность Украины были гарантированы Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году. Он гарантировал это до 2014 года. Мы призываем всех, с одной стороны, как можно скорее добиться более длительного прекращения огня, поскольку с российской стороны погибло до 1 миллиона человек, а с украинской — сотни тысяч, а также множество мирных жителей, детей и женщин с обеих сторон. Единственная цель для всех — как можно скорее добиться устойчивого прекращения огня, а затем мира, прочного мира, который действительно будет гарантирован международными сторонами. Начались технические переговоры по языковым, культурным и другим правам венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, чтобы они получили все то, что положено всем меньшинствам в Европейском Союзе. И я очень надеюсь и уверен, что этот переговорный процесс пройдет быстро и эффективно, и, как я уже упоминал и предлагал, мы сможем встретиться с президентом Зеленским где-то в начале июня в городе Берегово, городе с венгерским большинством населения в Закарпатье.